Привет, друзья! Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы вместе с вами приготовим вот такую обалденную закуску к праздничному столу. Сегодня мы приготовим фаршированные помидорки. Такая яркая закуска точно украсит ваш праздничный стол и вызовет восхищение ваших гостей. И сразу скажу, что в описании под видео я вам оставлю ссылочки на разные видео с фаршированными яйцами. Они просто прелесть. Да и другие праздничные блюда, так что заглядывайте. А сейчас пойдемте готовить вместе. И для такой закуски берем помидорки среднего размера, чтобы закуску было удобно есть. И срезаем небольшую часть. А затем опустошаю помидорки, помогая себе ножом и маленькой ложечкой. Опустошили, у меня 12 помидорок, и каждые 3 штуки я буду заправлять разной начинкой. И украшу их по-разному, и у нас получится оригинальная закуска к празднику. А сейчас присаливаем их и приступим к приготовлению начинок. И для первой начинки нам понадобится столовая ложка с горкой рикотты. И еще я добавляю 2 столовые ложки тертого пармезана, но вы можете добавлять и любой другой твердый сыр. Затем, как вы видели, я присолила и добавляю зубчик чеснока. И хорошенько все перемешиваю в однородную массу. И для удобства перекладываю в кондитерский мешочек. Первая начинка готова, отправляем в холодильник. Для второй начинки я натираю на мелкой терке вареное яйцо. Солю по вкусу и добавляю 1 зубчик чеснока. Немного черного молотого перца и немного майонеза. И хорошенько все перемешиваю. Отправляю в кондитерский мешочек, и вторая начинка готова. Для третьего варианта начинки я беру сыр с плесенью, у меня это горгонзола. Отрезаю небольшой кусочек и затем натираю на мелкой терке любой твердый сыр. Присаливаю по вкусу и добавляю немного творожного сыра, чтобы начинка была более кремовой. Отправляю в кондитерский мешочек, и третья начинка готова. Все эти начинки вы можете использовать и для брускет, и для фаршированных яиц. Отправляем в холодильник и приступаем к следующей. Для четвертой начинки нам понадобится немного тертого сыра, любого на ваш вкус. И к нему я добавляю соус песто. И еще добавлю немного творожного сыра. Солить не буду, у соуса песто и так уже насыщенный вкус. Отправляю в кондитерский мешочек, и последняя начинка готова. И вот такие разные и вкусные начинки мы сегодня приготовили. А теперь заполним наши помидорки и потом будем украшать. Затем беру половинку зеленой маслины и выкладываю в серединку.
А теперь беру маленькие листочки петрушки и несколько штук выложу вокруг для красоты. И вот такая красивая закуска у нас получилась. Просто и красиво. Выкладываем в блюдо и приступаем к следующим. Следующие мы украсим точно так же, но с черными маслинами. Эта начинка у нас с вареным яйцом. Для красивого блеска я советую вам в конце смазать маслины растительным маслом. И эти мы украсили. Выкладываем в блюдо и приступаем к следующим. А теперь беру консервированную кукурузу и выкладываю по кругу. И у нас получится красивый цветочек, что-то типа ромашек. Ромашками мы украшаем помидорки с начинкой соусом песто. Серединку можете украсить как угодно, а я украшу листочком фенхеля, он очень похож на укроп. И посмотрите, как красиво получилось. Выкладываем в блюдо и переходим к следующим. А теперь берем шляпки, которые мы отрезали от помидорок, и нарезаем их на маленькие треугольнички. И теперь из них будем создавать вот такую красоту. Выкладываем их по кругу, немного вдавливая в начинку. Эти мы выкладываем на начинку с сыром с плесенью. И эти я также украшу веточкой фенхеля. А вы можете украшать любой зеленью, и листочком рукколы, и листочком базилика, то, что есть под руками. И можете вставить в серединку консервированную кукурузу. То, что я потом и сделала, так смотрелось ярче. Выкладываем в блюдо и подаем. И вот такая аппетитная закуска из помидорок у нас получилась. У кого нет времени на украшения, можете украсить просто зеленью, тоже будет красиво и вкусно. Но правда так выглядит очень оригинально. Если вам понравилась идея, подписывайтесь, и мы обязательно с вами встретимся в следующем видео. До скорой встречи!